Привет, друзья! Сегодня у нас обзор Большого Кремлевского дворца. Хотя нет, я же в белых перчатках. А значит, у нас новый Морелло, в котором появился рояль. Ну, на самом деле нет, конечно, это все еще канал «Яхты на колесах», и меня зовут Антон. Мы в городе Золотого кольца России, в туристическом комплексе Суздаль. И кроме гостиничных номеров и таунхаусов, здесь, конечно, расположился кемпинг. Это то, что нам интереснее всего. По сути, лучший кемпинг в России, который даст фору многим европейским. И это, в принципе, видно уже из картинки, которая у меня за спиной. Давайте посмотрим, что здесь есть. Главная фишка туристического комплекса, что здесь есть чем заняться в любой сезон. То есть летом здесь представлено много всяких активностей, например, вот аренда самоката. И комплекс такой большой, что я взял самокат, чтобы перемещаться по нему. А зимой здесь есть тюбинг и вообще, в принципе, на заказ различные развлечения. Но есть и развлечения, которые работают в любое время года, например, в помещении, такие как бильярд, боулинг. И их мы с вами обязательно посмотрим прямо сейчас. Ну кто так строит? На самом деле комплекс огромный, и здесь можно реально запутаться, здесь разные какие-то номера, но главная фишка в том, что по большей части его реально можно перемещаться по вот этим огромным коридорам, не выходя на улицу. А эту фразу из фильма «Чародей» я вспомнил совершенно не случайно. А мы с вами попадаем в боулинг, мы в него приехали, заходим. Страйк! Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствия. На самом деле я не зря вспомнил цитату из фильма «Чародеи», потому что именно в этой локации снималась сцена, где герой Гафта оказался на крыше именно вот этого помещения. Остыли реки, и земля остыла, и чуть нахохлились дома. Это в городе... Короче, я не умею хорошо петь, но даже вообще не умею петь. Но если вдруг вы любите и умеете петь, то возле ресепшена вы найдете вот такой замечательный караоке-бар. Он открылся совсем недавно, и поэтому, скорее всего, даже если вы здесь были, вы не видели это место. Вообще комплекс активно развивается. Здесь еще есть саунный комплекс, бассейн, фитнес-центр. И мы их вам не покажем, потому что сейчас они находятся на реконструкции, но в скором времени откроются. А в 2021 году рядом должен открыться огромный вообще спортивный комплекс с кучей каких-то футбольных полей, аквапарком и огромным бассейном открытым, который будет работать и зимой, и летом.
Мы часто говорим об отдыхе в автодоме как о семейном отдыхе, а значит, это с нами будут дети. Это, конечно, очень удобно. Вы можете взять много вещей, все это положить и не таскать по чемоданам. Но, тем не менее, дети нас часто могут утомлять, или вам просто может захотеться попутешествовать наедине. Ну, и детям мало места часто в автодоме. И вот здесь, в кемпинге Суздаль, в туристическом комплексе, есть такая замечательная комната. Вы здесь можете оставить своих детей, за ними присмотрят воспитатели из персонала, а вы отправитесь куда-то и проведете время в тишине и покое. Прямо между вот этими бесконечными коридорами расположился вот такой небольшой сувенирный ларек. То есть вы можете прямо никуда не выходя, проходя, допустим, на обед, заглянуть сюда и купить что-то себе на память из Суздаля. Скажите, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, здесь у вас это вот что вообще, ну, то есть кто это делает, это откуда? Это делаем мы, художники, мастера. Я рисую, я художник. Делаю эскизы. Татьяна керамист. Это ее музыкальные инструменты. Вместе с мужем Гончаровы. Это они все лепят по раскопкам 8-9 веков в Суздале. Замечательно. То есть вот прямо есть, допустим, вот это ваша работа? То есть вы прямо сами рисуете, и оно здесь... Сами рисуем, сами продаем. Представляете, то есть в большинстве случаев вы... Сестра вяжет. Вот еще вяжет. То есть вот все эти товары здесь вам прямо продадут и расскажут про них те, кто их сделали здесь, в Суздале. Мы так часто покупаем сувениры, они все равно сделаны в Китае, и они только формально носят память какое-то место. А здесь вот прямо здесь... Пряники по моим картинам. И я подборочку картинок делаю, печет моя подруга, а картинки мои. А травница Жанна Петровна, она делает шикарные бальзамы. Единственная травница в нашем городе. Спасибо, замечательно. Безусловно, когда вы проводите время на природе, часто просыпается нереальное чувство голода. И не всегда хочется готовить, например, в автодоме. И вы можете прийти в один из 2 ресторанов, расположенных на территории комплекса. Также есть еще кафе и лобби-бар. А сами рестораны разделены на 7 ресторанных зон. То есть вот одну мы можем видеть на балконе, другая внизу. И так, в принципе, во всех ресторанах. За моей спиной основные корпуса, в которых вот эти длинные коридоры спрятались, то есть здесь как раз-таки гостиничный комплекс, ресепшн и все основные развлечения. А с противоположной стороны расположились таунхаусы. Это еще один вид размещения. Это такие домики, в которых вы можете тоже арендовать себе жилье. А дальше, если пройти по этой аллее, как раз-таки находится кемпинг. А слева от меня огромный спортивный комплекс, в который должны закончить в скором времени, где как раз будет аквапарк. Как я сказал ранее, вариантов размещения на территории комплекса много. То есть здесь есть обычные гостиничные номера или вот такой таунхаус. Это такое двухэтажное пространство, где есть одна комната как бы для взрослых, то есть тут может быть общая кровать или раздельная. И также есть детская комната. Мало того, здесь под комнатой внизу еще гараж. Самое главное, что здесь достаточно демократичный порядок цен. То есть, в принципе, если вдруг вы можете сюда приехать, например, с палаткой, если испортится погода, не бояться, вы снимите, например, себе номер. То есть все на любой вкус. И вот мы попадаем в зону кемпинга, и здесь его сердцем является, конечно, ресепшн, где вы регистрируетесь, когда заезжаете на питчи, и также он объединен с санитарным блоком. На самом деле очень необычно и симпатично это все реализовано, то есть наверху есть вот эта открытая веранда и такой проходной дворик, который летом, по всей видимости, открыт, а зимой он закрывается и превращается в тепловой тамбур, чтобы, наверное, в туалете и прачечной было уже не так холодно благодаря этому тамбуру.
В летнее время на этой веранде устанавливают столы или устраивают какие-то небольшие дискотеки. Как мне сказали, тут что-то вроде кинотеатра бывает. То есть кто-то, кто любит более уединенный отдых, сидит вон там внизу, около питчи, около автодомов своих, а кто-то объединяется здесь в большие компании и все равно видит автодома и, в общем, как, так сказать, этом духе караванинга существует. Мы в санитарном блоке, и хочется отметить, что, в принципе, этот санитарный блок даст фору многим европейским кемпингам. Полотенца, правда, никакого нет, но тут суть в том, что ты приходишь со своим и пользуешься им. За моей спиной, соответственно, туалет и напротив душевые кабины, вот две дверки. Они очень порадовали душевые, потому что они большие, просторные, и есть лавочка, на которую можно присесть, переодеться, положить какие-то вещи. Вот, например, просто в Германии как-то раз у меня упало полотенце на пол, просто по той причине, что очень тесно, хорошая душевая, чистая в целом, но вот с крючочка все тесно, я зацепил, оно упало, и все, оно в грязной луже. Здесь этого, мне кажется, не произойдет, потому что места предостаточно, и даже полотенцесушитель есть. С противоположной стороны у нас химический туалет, то есть то место, где мы можем слить кассету. Интересно вот так реализована эта вся история, то есть иногда бывает это просто унитаз во многих кемпингах, но здесь вот такое специальное приспособление, куда можем ее поставить, как нам удобно, с помощью вот этого шланга все это помыть. И, конечно же, есть раковина, где мы можем помыть свои руки. Далее у нас кухонный блок. Здесь можно помыть посуду и даже что-то приготовить. То есть, например, здесь уже стоит микроволновка, которой вы можете воспользоваться. И розеточки я вижу в углу, то есть теоретически можно прийти со своей плиткой или, возможно, газовые плитки есть такие туристические с баллончиком. Ну, вот как сейчас зима, холодно, можете здесь воспользоваться этой рабочей поверхностью. Например, чтобы рыба не пахла у вас в автодоме для каких-то вот таких целей. Хозблок продолжает прачечная. Здесь установлены 2 стиральные машинки. Можно на ресепшене купить капсулу, с помощью которой там стираем, дают ключ, вы открываете и пользуетесь. Также здесь установлена сушилка. И что немаловажно и порадовало меня, то что здесь даже есть гладильная доска. Ну, то есть далеко не всегда в кемпингах есть место, где погладить. В автодоме это бывает сделать не очень удобно, а здесь вот это все решено. Так что, и, кстати, здесь очень тепло. Это тоже немаловажно, то есть вещи здесь будут быстро сохнуть даже в холодную и сырую погоду. Таким образом выглядит столбик, на котором разместилось подключение к сети кемпинга. Он необходим для того, чтобы... Вообще, для чего нужен кемпинг? Вы приехали, подключили электричество 10-20 вольт, не тратите аккумуляторы, у вас работают кондиционеры и вся вот эта история. Вы оплачиваете на ресепшене ключик, открываете, включаете автомат и подключаете сюда вот свой разъем. Кстати, важно не забывать, что здесь 3-пиновый разъем и всегда в кемпингах, и в автодоме у вас тоже. Поэтому обычная вилка катушки не подойдет. Этот переходник вам дадут, если вы будете брать в аренду, вам просто стоит проверить. Ну или иметь свой, если вы едете на своем автодоме. Все, подключились и живете как дома. Немаловажно, что кемпинг расположен у реки, и, конечно, летом это имеет гораздо более важное значение, но зимой там тоже можно воспользоваться мангалами. Еще один момент, чем вообще хороший кемпинг европейского уровня отличается от зачастую таких спонтанных российских, это тем, что здесь есть нормальное место для каждого автодома. То есть вот вы сейчас можете видеть за моей спиной, что такой свой дворик, свой причал для автояхты образовался. Это, конечно, VIP-места, но, тем не менее, люди не набиты здесь, как селедки в банке. И одновременно есть и более простой вид размещения. Это вот просто дома стоят, так сказать, вдоль дорожки, но у всех есть электричество, просто здесь чуть поменьше прям личного огороженного пространства, но оно также есть.
на территории туристического комплекса расположилась смотровая площадка. И здесь в 2017 году поставили памятник Андрею Тарковскому. Он снимал здесь фильм «Андрей Рублев». И здесь, в принципе, все окрестности города Суздаль рядом. То есть вот здесь за моей спиной уже расположился сразу Суздальский Кремль. И вы можете в шаговой доступности добраться ко всем этим достопримечательностям. Кроме Тарковского, который здесь творил в наши дни, здесь часто бывает Денис Мацуев. И вот этот рояль, за которым я сидел в начале ролика, он здесь оказался не зря. Он каждый год сюда приезжает, и здесь бывают конкурсы, здесь, так сказать, молодые дарования под его начинанием дальше развиваются. И часто здесь проходят различные большие мероприятия. Суздаль, конечно, город маленький, и поэтому приходится на парковках вставать вот так и занимать по 3 места. Но главное, что я здесь уместился в таком маленьком городке, на городской парковке. Идем смотреть, что тут есть в городе. Город Суздаль, я им искренне восхищаюсь, потому что здесь все вот эти даже старые, покосившиеся какие-то избенки или еще что-то, они в каком-то едином вот этом вот комплексе историческом существуют, и это классно, в этом есть реальная настоящая атмосфера. И, что немаловажно, вот кемпинг сохраняет этот же стиль, то есть там огромное количество зданий, построенных, получается, в советское время, и как-то грамотно, аккуратно они переплетаются с современным каким-то где-то хай-теком, разными стилями, и это все очень органично. Мне, честно говоря, это очень радует глаз. Я, кстати, люблю привозить домой что-нибудь вкусненькое в качестве сувениров и дарить, потому что, ну, магнитики, они куда-то вечно теряются, а вкусненькое можно съесть, и это все-таки как-то более памятно. И вот в Суздале есть такие лавки с леденцами. Вы принимаете как-то карточки, да, перевод? Да. Перевод. Отлично. Вот, кстати, радует, что у нас в России почти везде, даже если где не принимают карты, во-первых, почти везде принимают, даже в маленьких городах и в провинции, а где не принимают, там есть Сбербанк онлайн. Вот иногда в Европе с этим проблема, с безналом. Все, вот перевел. Спасибо. Так, можно пакетик? Леденцы, кстати, как нам сказали, делают прямо здесь. Это домашняя ручная работа, и там в некоторых ягодки, орешки. То есть это прямо точно так же вот местное, аутентичное. И за это очень я все это люблю. Нам, кстати, тут караванеры рассказали, что есть такие люди, кто покупает автодом специально, ну, то есть художники, которые рисуют, и им нужно это для того, чтобы возить свеженаписанные картины, но самое главное, выезжать на пленэр в различные красивые места и иметь весь комфорт. Такая перевозная студия. Такого я еще не слышал, что-то новенькое. Рынок Суздаля – одно из самых атмосферных мест. Ну, точно самый лучший рынок из тех, которые я встречал, потому что здесь такая вот атмосфера вот этого русского рынка. Даже эти палатки не раздражают, они как-то гармонично вливаются в этот такой красивый хаос. Здесь эти грибочки, домашние соленья. Поэтому, если вдруг вы в Суздале хотите чем-то закупиться и посетить какие-то атмосферные места, обязательно посетите вот эти вот ряды. Здравствуйте, почем у вас огурчики? 20 рублей огурец, 300 рублей килограмм. Попробуйте. Спасибо. А они как, это маринованные, соленые? Нет, это соленые. Соленые, ага. Попробуйте. Бочковые, хрустящие огурцы. Прям домашние. Можно мне килограмм? Вот смотрите, вот есть такие ведерочки с рассолом. Они будут хорошо храниться. Давайте вот маленькое ведерко, да. 250 рублей. 250, хорошо. Вообще, я уже был в городе Суздаль, но как-то проникся по-настоящему именно сейчас, путешествуя на автодоме, потому что есть какой-то особенный комфорт, который тебе позволяет вот так выйти, прогуляться прямо в центре города. Огурцы, кстати, очень вкусные, и я думаю, сюда надо обязательно вернуться и снять какую-то тревел-историю, полноценно посмотреть Суздаль и окраины, возможно, взять еще кого-то, там, новых караванеров, кто ни разу не путешествовал, и показать им такой формат. Напишите в комментариях, интересно ли вам, чтобы мы такой формат тоже попробовали.
Лето в городе, тепло и сыро, а за городом зима, зима. Не зря мы сегодня вспоминали эту песню. Тепло и сыро у нас часто в Москве, мы так устаем от этой слякоти, а в Суздале вот такая настоящая зимняя сказка. Всего 3,5 часа, и вы здесь. Красивый город и замечательный кемпинг, который мы сегодня с вами посмотрели. Мы приглашаем вас сюда приехать. Даже если у вас нет автодома, вы можете просто поселиться где-нибудь в гостинице, посмотреть это. Но мы, конечно, рекомендуем взять в аренду автодом и попробовать караванинг по-настоящему. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропускать. У нас обзоры кемпингов, автодомов и много еще разных интересных рубрик. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.